знакомый запах. Кто же это? А, так это ты, человек? Я помню тебя. Это было будто только вчера. Что было? Кто я? Как много вопросов для начала диалога. Ты такой нетерпеливый. Лучше говори потише, иначе все вокруг посчитают, будто у тебя какие-то проблемы. Спокойно. Мы уже встречались раньше. Ты просто не помнишь об этом. Я обязательно сделаю так, чтобы вспомнил. Но только если пообещаешь вести себя спокойно. Я не хочу наводить шума. Хоть этот великосветский вечер и жутко скучен, и мне очень хочется поскорее отсюда уйти, устраивать балаган все равно нет смысла. Ну, знаешь, это не просто способ встретиться с множеством людей для коллективной, якобы, приличной попойки. Нет. Это необходимо для заведения полезных знакомств и заключения сделок. Вампиры неспроста богаты. Да, я вампир. И ты уже об этом знал. А еще у тебя нет с собой никакого оружия. Так что просто успокойся и слушай. Нет. Здесь есть и другие вампиры. Но по большей части люди. Да. А еще ни у кого из вас нет с собой оружия. Ну, конечно. Неспроста же. При входе все опасные предметы изъяли. Не думала, что ты тоже вертишься в этих кругах. А, да. Точно. Нужно ведь заставить тебя сначала вспомнить. Давай отойдем в сторонку. Да не бойся ты. Мы в приличном обществе. Ну так что? Теперь помнишь? Да. Женщин рода Делен забыть очень трудно. Ну, я ведь говорила, что вернусь. Но по факту все немножечко иначе. Ты сам пришел ко мне. Ну. Ругаться здесь тоже не стоит. Обратишь на себя внимание остальных. А вот я не скажу, кто из них кто. Так ощущение от всей ситуации острее. А еще ты будешь вести себя более обдуманно. А вдруг с каждой стороны от тебя по вампиру? Но не буду делать подсказок и спойлеров. Да. В случае необходимости ты сам все узнаешь. Ну ладно. Мне интересно другое. Для чего здесь ты? Неужели владеешь достаточным капиталом, которому решил найти применение? Дай угадаю. Ферма дальнего дядюшки или деда, который почему-то оставил завещание на тебя. Ну такая, с огромным участком и насквозь прогнившими
старыми двухэтажным домишко да сараем. Можешь не отвечать, я уже поняла. Ну что ж, значит, мне как раз нужен именно ты. Я думаю, мы сможем договориться о самых лучших условиях. Так ведь? У нас с тобой есть общие приятные воспоминания. Не понимаю сарказма, ведь все прошло замечательно. У тебя даже голова не кружилась. А я еще пару недель могла не выходить на охоту. Почему называю охотой? Да потому что это не собирательство. В первый раз ты отреагировал на меня довольно спокойно. Не стал закатывать истерику и хвататься за первую попавшуюся ветку в намерении всадить мне ее в грудь. Это не такая уж большая проблема с точки зрения моей безопасности, но... я не люблю причинять никому вред. Стараюсь лишь поддерживать себя в здоровом и работоспособном состоянии. Ну так вот, ты отдашь мне этот участок? Ну, конечно же, не бесплатно. И, судя по твоим рукам, человек, ты и сам не брезгуешь работать ими. Да, с землей. Поэтому предложение выгодно вдвойне. А что, если я покупаю участок, а ты работаешь на меня? Ничего криминального. Мне лишь нужно место под виноградники. Конечно же, вино. Что еще настолько же элегантно, сочно и привлекательно, чтобы соответствовать Кэтрин Делен? В цене не обижу. Но интересует одна дополнительная услуга. Что если бы ты стал не только управляющим, но и повторил то, что сделал для меня в прошлый раз? Обещаю, я не стану пренебрегать твоим доверием и злоупотреблять возможностями. Возможно, я даже научу тебя способам защиты от других вампиров. Да, среди нас тоже есть конкуренты. Нет, от меня это не поможет. Потому что я намного старше большинства. Древних вампиров убивать нужно иначе человека. На самом деле, древнего вампира может убить только другой древний вампир. Высшие вампиры? Ага, и еще низшие. Нет. Такой градации нет. Хотя я поняла, о чем ты. Неразумных вампиров не существует. Ну да, тех, которых ты назвал бы низшими. Ну, если мы, конечно, не говорим про ваших комариков или пиявок. Я не смеюсь над твоим страхом, но у тебя так забавно бегает взгляд из стороны в сторону в попытке найти других вампиров. Никто из них не будет нападать. Особенно тогда, когда я рядом. В наших кругах ценится сила. И в этом помещении она полностью на моей стороне. Сестра? Она младшая. И в любом случае не стала бы со мной ругаться. Семью нужно ценить, человек. Даже если вас не объединяет общая кровь. Все связи между сородичами настолько же полезны, насколько опасно их отсутствие. Ну так что,
Ты готов дать ответ на мое предложение? И прежде чем ты спросишь... Да. Есть в твоей крови что-то особенное. По тебе заметно, что ты не жил здесь. Что ты приезжий. И, вероятно, происхождение твое очень даже благородное. Чистая кровь пахнет даже за версту. Но, к сожалению, не благородством. Да, благородство крови — это не синоним благородству души. Причем, как правило, наоборот. Знаешь, какие живые существа жизнеспособнее? Те, что создают род из близкородственных связей, или те, чья кровь бурлит разнообразием генов? Конечно же, вторые. Но первые, они интереснее на вкус. Это как настоявшийся не один десяток лет алкоголь, который долго томился и ждал, когда же его откупорят и вкусят. Такие, как ты, напоминают именно его. Запах замечательный. Кажется, я не позволила бы тебе отказаться. Только пришлось бы пойти другим путем и обойтись без толкового управляющего. Надеюсь, что ты понимаешь что-нибудь в вине и том, как его делать. Я-то понимаю, но не мне же этим заниматься. Это не единственный мой участок человека. Но к тебе я буду приходить чаще, чем к другим. А теперь давай позовем юриста и разберемся с документами. Мы ведь законопослушные граждане. Тебе все пришлют уже завтра утром. Хорошего вечера, человек. Мне нужно еще много с кем договориться о куче дел. И да, не советую пить, ведь это портит вкус крови.